Всем привет, друзья! Сегодня хочу вам показать, как установить Xcentre Pastru 2023.3 и также рассказать о нюансах, которые очень многие мне пишут и не могут делать. В этот раз я буду устанавливать на чистую, только что установил Windows, чтобы также показать каждый нюанс и также установить драйвер OpenPort, потому что некоторые даже не могут правильно установить драйвер OpenPort. Все, нам уже этот файл, это для примера я вам показал, не нужен. Удаляем, чистим корзину, оставляем защиту выключенным и начинаем. Скачиваем вот эту папку. Если вам нужна любая программа, напишите в комментариях. Во-первых, открываем панель управления, учетные записи пользователей, изменить параметры контроля, самый вниз ползунок, ОК, да, закрываем. Для установки нужно примерно 80 гигабайт свободного места. Вот в данный момент 180 гигабайт свободного места. Открываем нашу папку. Открываем папку Xcentre 2023.03. Правый клик. Запуск от имени администратора. Выбираем язык, который нам нужно, японский, шведский и так далее, в данном случае русский. Окей. Установить все эти программы, потому что здесь, как я уже сказал, чистый Windows, поэтому здесь много программ нужно устанавливать. Установить. Перезагружаем, нажимаем «Да» и перезагружаем. После перезагрузки опять выбираем язык, который нам нужен, и остался вот столько установить. Опять нажимаем «Установить». И вот так, может быть, несколько раз перезагружайте, пока не устанавливается вся программа. Также после перезагрузки выбираем язык, нажимаем «Ок». Установить. Нажимаете «Далее», выбираете «Я клиент из США, Канады», «Далее», «Принимаю», «Далее», обязательно в «С», «Далее», «Далее» и нажимаете «Установить». Нажимаете «Готов» и перезагружайте компьютер. После этого, друзья, уже подключаем OpenPort, либо какое устройство у вас там, не знаю, и устанавливаете драйвер. Я подключил OpenPort и устанавливаю драйвер для OpenPort, потому что это Windows чистая. Копируем программу на рабочий стол. Это эмулятор зажигания. Все, у нас здесь ничего не осталось. Ничего не делаем. Легковые автомобили. Вот. АБ класс, С класс, Е класс, джип, С класс и так далее. Спортивные.
Завершить Xcentre также не сможете. Да. Завершить работу не сможете. Ни отсюда, ни отсюда. Так же, как и 2022 версия. Что делаем? Запускаем диагноз стоп. Все, Xcentre закрыли. Эту папку нам уже не нужна, эта папка. Здесь есть Xcentre для грузовиков. Это тоже проверим. Также выбираем OpenPort. Тоже все работает. Грузовые. Автобусы. Специальный прогресс. В общем, все работает. Диагноз и стоп. После этого, друзья, удаляем то, что нам не нужно с экрана. Config Assist, это, вот это. Вот все это удаляем. Оставляем. Ну, грузовики тоже мне не нужно. Вот так. Здесь также оставляем зажигание. Правый клик запуск от имени администратора. Запускайте зажигание. И здесь оставляем папку. Ну, можете выбрать, например, вот DAS, уже запуск с экрана на любых языках. Японский, корейский, русский, английский и так далее. Например, я русский. Вставляю на экран, а остальное все удаляю, потому что мне не нужно. После уже этого запускайте Add-on Center и обновляйте аддоны, друзья. Нажимаете на вот эту кнопку «Обновить» и обновляйте аддоны. Я не буду обновлять аддоны, потому что я эту версию буду удалить. Я это просто показывал, все нюансы, все недостатки, чтобы вы смогли все установить. Но я не буду аддоны устанавливать, я буду сносить эту версию. На этом все, друзья. Напишите комментарии, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если нужна программа, также напишите в комментариях. Всем спасибо и удачи!